Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина WooCommerce на платформе сайтов WordPress в виде новых событий в Google Календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, в Google Календаре вы сможете создавать новые события, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. Далее необходимо выбрать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет сайта на платформе WordPress. Далее переходим в настройки плагина WooCommerce. Теперь переходим на вкладку «Дополнительно». Нам нужен раздел «Перехватчики». Добавляем новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете указать произвольное имя, например, по названию системы, в которую планируете передавать данные. В поле «Статус» вам необходимо изменить на «Активно». В поле «Топик» вам необходимо выбрать событие WooCommerce, при котором будут отправляться данные на указанный веб-хук. В данном случае меня интересует каждое новое создание заказа. В поле URL доставки вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. В поле «Версия API» выбираем версию 3. После всех настроек кликаем «Сохранить». После сохранения в поле «Секрет» будет прописано уникальное значение. Его оставляем без изменений. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и создать новый заказ, для того чтобы этот заказ отобразился в системе Apex Drive. После создания заказа возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете добавить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по заказу, который мы только что сделали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных WooCommerce успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Календарь. Далее необходимо выбрать действие «Создать событие». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля для создания нового события. В эти поля вам необходимо назначить переменные из WooCommerce. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка.
Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Также не забываем выбрать, в каком календаре мы хотим добавлять новые события. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Google календарь в виде нового события при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google календарь». После успешной отправки переходим в Google календарь и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Google календарь успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!